Друзья, я снова всех приветствую. Очередная самоделка на моем канале. Токарочку не снимал, как-то вошел в раж и по-быстрому сделал вот такой фонарик. Пока заряжаются батарейки, мы его рассмотрим внимательно и пойдем тестировать. Ну, для начала, каковы ж его размеры? Измеряем. 30 и 15. 45 сантиметров длиной, а диаметр в самой широкой части 85 миллиметров. Многие фонарики длину имеют 85 миллиметров. Но то маленькие фонарики, друзья. Это фонарик грандиозный, больших размеров и большой мощности. Запитываться он будет от литий полимерных аккумуляторов мощностью 5000 мАч. Сейчас покажу, что там у него внутри. Это крышечка с накаткой. Накатка получилась очень качественная и красивая. Так, ну а здесь вся начинка. Конечно, самое интересное было, когда я вытачивал корпус для аккумуляторов. Вот он. Было очень много стружки, все выбиралось токарным резцом расточным. Ну и самое интересное, это головная часть, в которой установлен светодиод. Здесь тоже все на резьбе. Установлена автомобильная линза. Как долго откручивается. Вот такая вот гигантская. Под ней есть еще одна линза. Не автомобильная, но она именно под светодиод заточена. Также имеется отражатель. Ну и светодиод. Мощностью 100 Вт, кстати. Довольно-таки мощный светодиодик. Вот, собственно, и все детали. Ну, а вот аккумуляторы. Соединяются последовательно, потому что нужно напряжение около 36 вольт. Вот здесь теперь как раз таки оно и вырабатывается. Можно точно замерить, какое здесь сейчас на данный момент напряжение. Аккумуляторы полностью заряжены. Ну и вот, ребят, 37,5 вольта. Если подключить это дело вот сюда, вот так раз, вот так два, и нажать кнопочку, здесь вся электрика залита эпоксидом, чтобы нельзя было выдернуть провода. Все сделано для надежности. Ну что, включаем. Камера, конечно, не передает. Но когда мы выйдем на улицу, я думаю, все станет понятно. Кстати, элемент очень сильно нагревается. А так как фонарь алюминиевый, то со временем он полностью весь прогревается и становится горячий. Аккумуляторов хватает примерно на 2 часа работы. Естественно, напряжение подсаживается и ток уменьшается. За счет этого и получается жизнеспособность в 2 часа. Так, конечно, немножко быстрее бы оно разряжалось. Выяснилось, что светодиоды могут немножко больший ток держать, нежели заявленный. Правда, неизвестно как долго, а по времени. Но выдерживают. То есть даже больше 100 Вт получается выжать на свежезаряженных аккумах. Но потом напряжение быстренько подсаживается и он начинает работать в номинальном режиме. Итак, ребят, собираю все и мы идем тестировать. Главное протереть все линзы и светодиод. Когда-то давно я выкладывал видео с километровым фонариком. Тот фонарь реально очень далеко светил, но мощность у него была в несколько раз меньше. Примерно в 5-6 раз меньше, чем у этого. Там луч света был очень сильно сфокусирован, здесь я такого не делал, потому что тем фонарем пользоваться неудобно. Им удобно лишь шокировать людей, как далеко он бьет. Этот бьет тоже довольно-таки далеко. Но он еще и светит, освещает все вокруг. Две линзы установлены для лучшей фокусировки. Вымерены все фокусные расстояния, то есть все здесь нормально. Аккумуляторы приходится каждый раз вынимать, заряжать и вставлять заново. Но так как их надолго хватает, это не напряжно. Я обычно дополнительно изолирую
любыми подручными средствами. Лучше, конечно, изоленту использовать, но бывает используют то, что есть. Все довольно-таки просто и все хорошо помещается. Фонарь готов. Приехали в поля, ночь, ничего не видно. Будем тестировать фонарь. Попробуем осветить это дело с квадрика и вообще посмотреть. Но лупит он очень жестоко. Вообще просто офигеть. В сравнении с автомобильными фарами. Реально жестко, да? Попробуем найти похитителя арбузов, ребят. Вот здесь он должен быть. О, вон он, вон он! Да как же его поймать? Смотрите, смотрите, побежал. Вот это да. Главное, чтобы он на меня не побежал. Бежит сюда, по-моему. Страшно. Офигеть, офигеть, ребят, все. Подняли квадрик и будем сравнивать свет автомобиля с фонариком. Вот такая разница. Все-таки довольно-таки существенная. Жестко светит. Выключи. Ключ. Сейчас направим на квадрик луч. Посмотрим, как он там. На камеру, может, не особо видно, но светит далеко. Очень далеко. Жесть. Вот это аквариум. 100-ваттный фонарик всего лишь, друзья. Я не представляю, если сделать там несколько раз больше, что будет. Сравнение автосвета со светом от фонарика. Выключай. Поедем на фонарике, выключаю фары, оп, о, и включился фонарь. По-моему, так лучше, да? Так гораздо. Включать. Попробую осветить этот недостроенный дом. А? Ой, блин, эхо. Надеюсь, видно что-то. Улицу, конечно, жестко освещает. Круто. Ух, ё! Кто-то стоит. Актера, конечно. Космические, да? Ну какие есть. Ты кто? Рука какая, ребят. Вообще. Во. Вот так. Видно все. Все прожилочки. Где засветка, это не щель. Это так оно просвечивает руку. Жестко.
Тут уже видно все вены, все на свете. Ну, офигеть. Вот это да. И жар идет. Видно нормально пыль. Вообще. О, как снег. Идут, смотри. Идут в квартиру. Пушка, пушка. Все видно, все отлично. Не хочется туда смотреть, но придется. Ребята, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Пошли сетчатку меня.